Всем привет, дорогие друзья, кто смотрит мой канал, ну а кто только зашел на мой канал, немножко расскажу. В общем, стал обладателем лодочного прицепа от МЗСА Компакт, на котором можно перевозить ПВХ лодки и плоскодонные лодки длиной до 4,3 метра. И хочу немножко модернизировать его, поскольку к этому прицепу нужно приложить немножко усилия. Поскольку с завода прицеп идет практически пустой, нужно дорабатывать, конечно, чтобы можно было спокойно перевозить наши лодки и не переживать, что с ней в дороге что-то произойдет. В данном видео я хочу рассказать немножко про сам лодочный прицеп и показать про подкатное колесо к этому лодочному лафету. Также уже одно видео на канале есть, я создам отдельный плейлист по модернизации этого лафета, так что можете переходить смотреть. Сделал был одно видео, но поскольку оно получилось большое, хочу разделить его на 3 части. Повторюсь, как и говорил ранее, в этом видео хочу показать немножко про сам лафет и про подкатное колесо. Во втором видео мы будем ставить дополнительные габаритные огни, рожки. Ну а в третьем видео я хочу поставить светодиодные фонари назад. И потом уже полностью все это подключить и показать готовый результат. Ну а потом, когда еще доделаю себе тент, еще пару таких плюшек есть у меня задумки, уже будет отдельное видео, озвучу сколько что стоило и во сколько мне обошлось. Надеюсь, тоже это будет интересно, как регистрировать, про страховки, ну и про все нюансы. Ну, я думаю, будет это полезным, поскольку там есть нюансы, про которые я не знал. Так что не будем, друзья, затягивать. Желаю всем приятного просмотра. Подписываемся на канал, кто не подписан. Оставляем лайки, дизлайки. Буду рад любому вашему действию. Желаю всем приятного просмотра. Ну, всем привет, друзья. Ну вот и я пришел к этому. Обзавелся лодочным лафетом для ПВХ лодки. Надоели мне эти сборы постоянные, постоянно машина битком. И вот зимой установил на свой автомобиль фаркоп и вот прикупил, не дожидался сезона, как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой. Прикупил лодочный себе лафет МЗСА Компакт для плоскодонных лодок и небольших плоскодонных лодок и ПВХ лодок. Немножко уже тут начал его делать такой апгрейд, тюнинг. И, наверное, потихоньку все, что буду делать, буду снимать, показывать вам. Надеюсь, это будет вам интересно. Может быть, возьмете себе что-то на заметку. Уже пару доработок сделал. Вот. Хочу быстренько рассказать это, показать, чтобы, может быть, тоже вам пригодится это. Все ссылочки, контакты буду оставлять. Не реклама, ребята, просто вот сам на своих ошибках учусь. Нахожу толковых людей, которые вот делают всякие аксессуары. Потому что покупные так, ну, не сделаны, не продуманы. Ну и вот хочу поделиться с вами. И будет, наверное, отдельный у меня плейлист по модернизации моего лодочного лафета. Поэтому, друзья, попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк, дизлайк, написать комментарий, что думаете по поводу моей модернизации. Вот. Ну и смотрите за обновлениями, следите. Вот, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну а мы начинаем. Ну, в общем, первым делом, пока еще прицеп был у меня в дороге, пока мне там его оформляли, был заказан вот такой силиконовый чехольчик на наше сцепное устройство. Так оно, видите, металлическое. И когда прицепляем наш прицеп к автомобилю, ну, чтобы не повредить бампер острыми краями, хотя они тут не острые, но железные, вот продается вот такие силиконовые накладки на Валбересе. Кому интересно, ссылочки оставлю. Все, в принципе, просто одеется вот так сверху, хоп, и все. Края у нас мягкие и не повредит наш бампер. Уже пару раз там, да, был, прикасался, и никаких повреждений, царапин не было. Так что вот первый такой ништячок прикупил. Ну, полезная вещь. Так что
Возьмите на заметку, кто будет тоже себе брать прицепы, лафеты, ну, нужная вещь. Также прикупил себе вот такое подкатное колесо. Делает у нас там с Минска умелец. Колесо полиуретан двойное. Удобно тем, что когда нету возможности подъезда, можем просто лафет вручную скатить. Ну а потом, если машина там не позволяет подъехать близко к воде, можно просто взять сюда какой-нибудь длинный трос, веревку, зацепить за фаркоп и вытащить. Колеса очень помогают. Колеса регулируются вот по вылету, опускается, поднимается, приводится в транспортное положение. Вот так все сделано на ручку. Здесь в комплекте идет поворотный хомут. Хомут сделан как для прицепов МЗСа, так и вот не помню под другие. Тут отверстия просверлены вот здесь на 2 болта. Здесь идет под прицепы МЗСа, и если перевернуть наш хомут под другие прицепы, ну не знаю под какие, не буду обманывать, говорить. Ну, можете спросить у умельца нашего, кто делает это, и он вам подскажет. Вот. В комплекте идет, в общем, 2 колеса полиуретановых, ручка, хомут поворотный. Покажу потом, как это приводится в транспортное положение. По установке все просто. Смотрите, ну, берете, какой у вас прицеп, выкручиваете старые болты. Болты в комплекте идут. Здесь вот с одной стороны болт, здесь со второй. Ничего подлаживать не надо. Сюда вставляете, ну, нашу цепь обратно. В комплекте идут усиленные шайбы, плоские вот такие, большая, средняя и маленькая. И вот все это контрагаем болтами. Шайба идет для того, чтобы не продавить наш профиль. И да, если будете тоже заказывать такое колесо, крутите, ну, не переусердствовать, потому что профильная труба, она не толстая, чтобы, ну, не вдавить ее. Так, поджали, поставили, законтрагали. Все вот четко держится. Вот. Также вот здесь, если будете ставить, вот обязательно идут в комплекте вот такие 3 шайбы. Кстати, вот надо что-то поджать. Вот эти шайбы, почему 3 штуки идут, чтобы полностью, ну, не сдавить наш хомут. Кстати, надо вот будет тут еще подтянуть. Вот. Потому что когда я ставил, я тоже созванивался. И мне консультировал человек, кто это делает, как что делать. Ну все, в принципе, тут по установке понятно. Эта ручка у нас идет, фиксирует, приводит колесо в транспортное положение, когда едем, или вот когда нужно нам катить. Сейчас принесу какую-нибудь колодочку, сюда положу и покажу, как это все выглядит. Перед тем, как привести наше колесо в транспортное положение, в общем, если стоять, вот дышло смотрит на вас, колесо нужно крепить обязательно с левой стороны, смотреть, чтобы вот эти колеса смотрели немножко в сторону, вот, чтобы было закреплено вот на этом хомуте, чтобы не мешало, когда поднимаем. И вот здесь есть вот такие прорези. Ручкой мы, так, ручкой неудобно одному снимать, показывать, опускаем. Все, вот ручкой крутим. Все, привели в транспортное положение, зажали. Ну, соответственно, закрепили наш прицеп на фаркоп, крюк. Все, закрутили. Сейчас я подставлю, чтобы было нагляднее видно. Так, от земли колеса наши подняты. И вот этот рычаг тянем на себя. Так, и надо, смотрите, еще закрутил сильно, чтобы ручка не упиралась никуда. Вот. Тянем. И все. Вот у нас так все тут защелкивается. И колесо наше вот приведено вот так в транспортное положение. Вот. Очень удобно. Я уже проехал, наверное, ну, километров 150 накатал. Нигде ничего не отвалилось, ничего. Так что вот подгоняйте, чтобы вот был зазор вот между трубой, дышлом и колесом. Так что это вот
по подкатному колесу, что вот я сделал. Так что кого заинтересует, не, колеса действительно годные, без него тяжеловато. Ну и все, соответственно, когда приехали, вот, хоп, наше колесо откручиваем до нужной высоты, снимаем с крюка и перекатываем наш лафет. Ну, в общем, вот оно катается все легко. Я вот наш прицеп качу. Как бы проблем никаких нет. Ну, с лодкой как все отрегулирую, поставлю. Обязательно вам буду рассказывать все и показывать. По лафету в комплекте идет кнот лебедка. Всю информацию можете там посмотреть, кому интересно надо. Упор под нос. Под киль упор тоже будем регулировать. Ложементы нужно регулировать. Здесь идет там ВИН номер. Снизу на балке идет тоже информация про балку. 3 рессоры идут. Амортизаторы. Колеса на 13 идут 165 на 70. Якобы алковские там подшипники не обслуживаемые, на 5 лет закрытые. Ну не знаю, что-то заглушка МЗСА стоит, может из-за санкций. Вот. Сзади идут отражатели, фонари, регистрационный номер тоже буду доделывать. Фонари буду менять. Вот. Ну это так. Кому интересно, с большего покажу. Эти упоры под колеса. Вот, ложить сделано все. Пластиковые крылья. Ну, еще надо до ума доводить. Вот. Ну, скажу так, немножко так топорненько все сделано. Где-то здесь я видел. Ай, на раме много таких наплывов, всяких точек. Как бы немножко не стоит лафет этих денег. Ну ладно. Вот такое небольшое, друзья, видео получилось. Видео немножко будут такие обрывистые в конце, поскольку, еще раз повторюсь, хотел сделать одно видео, но поскольку получилось очень большое, буду делить на 3 части. Поэтому первая часть подошла к концу. Спасибо всем за просмотр. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Ну и в следующей части, как и говорил ранее, будем устанавливать габаритные огни. Так что спасибо всем за просмотр. Всем пока.